Привет, Кирилл. Как у тебя дела? Нормально, пойдет. Что сегодня делал вообще? Как поспал? Ой, ну не очень хорошо я поспал, я вообще нихуя не выспался, я прокатился на мотике, а потом доехал до студии, в которой сейчас нахожусь. Я из Саратова родом, в данный момент как раз нахожусь здесь, вернулся из Питера обратно в Саратов. Я, короче, в принципе, поехал в Питер после того, как сделал свое первое большое мероприятие Afterlife по Witch House. И после этого я долгое время подсматривал, где можно повыступать в Питере или в Москве. Вот. И, собственно, как только появилась возможность выступить в Питере, я туда приехал и решил остаться. Я сейчас, короче, с козырей начну. У меня фамилия, короче, по паспорту без рофлов музыка. Может быть, предписано судьбой было так, как бы я вот наоборот лет до 16 вообще отгораживался от музыки. Я любил «Сектор газа» и сейчас, в принципе, люблю. Вот, слушал там какой-нибудь AC/DC и, блядь, Бутырку, потому что это все, что было у отца. Потом, конечно, я нашел еще на чердаке там и группы кино, короче, и вообще русский рок. То есть слушать я ее слушал, но не думал то, что я вот вообще буду ей заниматься, так как когда у тебя фамилия музыка, это как, я не знаю, как фамилия Ткаченко и быть ткачом. Как бы, короче, очень не хочется это трогать. А потом просто в связи с некоторыми обстоятельствами моих состояний по жизни лет, наверное, 16 я понял музыку и понял ту музыку, которую я начал слушать. Я года с 2013 слушаю Witch House, но заинтересовал он меня, наверное, прям очень сильно, чтобы я его прям прочувствовал, наверное, в 2015 году где-то. И в 16-м начал, наверное, делать уже электронную музыку. Но до этого я уже в эмо-панк группе какой-то там на бэке был. Но это было по рофлу скорее. Прям прочувствовал. Как сказать, просто, не знаю, я слушал как бы там и много чего. Я псай-транс слушал в разных состояниях. Я слушал в разных состояниях техно. Но потом прочувствовал Witch House и растворился в нем просто до дна просто. И все. И мне как бы захотелось именно делать это. Но поначалу я делал, конечно, не это. Я старался что-то кислотное делать, экспериментальное. Но я и сейчас как бы постоянно экспериментирую. Просто тогда это было мало похоже на Witch House. Ну, это не мое начало пути. Это скорее как раз не сказать, что апофеоз, но отправная точка, когда я уже стал артистом. До этого я был где-то, не знаю, года 4 или 5 лет я диджейл на саратовских мероприятиях Mass Action, и там постоянно гонял вечуху и проверял на людях свои треки. То есть я делал диджей-микс по вечухе и туда внедрял свои треки. И смотрел на реакцию. Так я понимал, типа, годный трек или негодный. И за это время у меня, как у диджея и у человека, который научился вот работать с публикой, стоя за пультом, у меня уже была аудитория. Как прям у артиста, она у меня образовывалась очень медленно, и в Саратове на момент 2021, когда был Afterlife первый, у меня на это мероприятие были и мои слушатели моей музыки, и те, кто меня, в принципе, ждали, что я там буду выступать, и было интересно людям, как это я буду выступать полностью со своим материалом. И всем тогда очень понравилось. Не сказать, что я был прям хедлайнером, потому что это очень самовлюбленно бы звучало. Тогда был хедлайнер очевидный, это Summer of Haze. Во второй раз мы привезли Захара. В этот раз я уже, считай, один его привез. В прошлый раз я просто помогал ребятам. Вот как раз с Mass Action он у нас уже был. Хедлайнером основным был он, но также было указано, что 3 автора со своим материалом. Там сложно вести подсчеты, так как я алкаш. Ну, я получил
скажем так, в 2 раза больше, чем средняя зарплата в Саратове. Вот так вот. И получается чуть больше, чем средняя зарплата, наверное, в Москве. По тому, как я познакомился и влился вообще в эту всю тему, вот я даже вот как раз с Даней МДСП тоже знаком. Ну, в принципе, в первую очередь я познакомился, собственно, с Summer of Haze, когда я помогал делать в 2018-м тусу здесь в Саратове. И я с ним там в гримерке посидел, просто пообщался, очень душевно мы заобщались. И с этого пошло мое знакомство, и я понял то, что чуваки, которых ты типа слушаешь, они точно такие же, как и ты. И, собственно, после этого я в 2019-м выступал в Самаре, там познакомился с другими артистами, был упомянут Ско, собственно, я с ним там тоже заобщался. Потусили там 2 дня, и, собственно, все. Также с другими малоизвестными исполнителями. И все, я просто понял то, что пока мы пили, блядь, Соско, райдерский белый медведь, я понял то, что это абсолютно такой же чел, как и я. После этого я все время, пока писал музыку, бывало такое то, что я там с кем-то общался из малоизвестных исполнителей. Получалось так иногда то, что с кем-то из известных. Про независимые СМИ по этой теме довольно часто поднимается вопрос среди артистов, но скорее так, ну вот на моем, да, мероприятии Ско вот мне такое сказал, ебать было охуенно, но ты представляешь, у нас нету никакого нормального СМИ по этой теме, и про эту тусу будут только помнить люди, которые там были на мероприятии, и вот мы с тобой, кто-то забудет, а когда-то и мы забудем совсем, и это никак не закрепится, кроме как на видео в Инстаграме или всякого такого прочего. Поэтому да, очень не хватает журналистики по теме вечухи и андеграунда в частности. Но это реально, да, забавная история. Короче, должен был приехать Пленка, и ему был куплен билет, и все было супер. Но тут внезапно в час дня, когда он уже должен был лететь на самолете, он мне, короче, пишет: «Здорово, бандит, все хуево». Меня, короче, скосило. Я не могу приехать. Он сказал то, что он заболел, получается, на Crime Wave, коронавирус все-таки. И все, что мне пришло в голову, это не объявлять о том, что Пленка приедет до мероприятия, а воспользоваться таким дебафом. Я изначально собирался звать Портвейв и договаривался уже с ним об этом. Они должны были приехать вдвоем, и Пленка, и Портвейв. Но в конечном итоге у меня просто не хватало бюджета на это. Но ситуация сыграла злую шутку, и я позвонил Портвейву, а он живет в Ростове-на-Дону, а там сейчас закрыты аэропорта. На тот день на поезде там вообще никак не добраться было. И я думал вызвать просто Блаблакар ему, но он согласился. Короче, просто прикиньте, чел просыпается утром, пьет кофе, ему пишут типа: «Здорово, заебал, приезжай в Саратов прямо сейчас». И он такой: «Окей». И, в общем, из Ростова-на-Дону там до Саратова единственный вариант был на Блаблакаре. А Блаблакар сейчас это просто скамерский сервис. Там просто-напросто одни наебщики, которые хотят ну, просто, чтобы ты им денег кинул, предоплату, и все, иди нахуй. Поэтому я вызвал такси, поставил себе в Uber регион Ростов-на-Дону, вызвал такси. Там этот ценник 18 тысяч. Первый таксист просто не глядя случайно нажал. Второй таксист уже понял то, что он согласился поехать за другую стоимость. Мы договорились на 16 тысяч. И, собственно, 12 часов подряд Портвейв ехал на машине до Саратова. Причем я вызвал прямо до бомбоубежища. Не где-то там с окраина, как на Блаблакар, а прям вот к гермодвери бомбаря. Он приехал где-то в 4 утра, а я уже в 3 часа ночи в микрофон объявил, что пленки не будет. Сказал: «Не беспокойтесь», все расстроились, пиздец. Но тут я сказал: «А вы знаете, кто такой Портвейв?» И все такие: «Ебать, вот это да», начали орать, просто визжать. И вот он выступил только в 5 утра, мы уже отыграли тогда вроде бы треки пленки. Приехал Дима, осталось там не так много человек, чуть больше сотни, там 120 человек из
500 где-то человек. Просто ждали только его, и вот он 1,5 часа за пультом ебашил, потом за 8 тысяч на этой же машине обратно отправился. Ты воспользовался этой ситуацией, на самом деле очень правильно, ты даже выступил как настоящий организатор. Я могу только представить, как чувствовал себя Димон, просто в машине, он так едет, ему сказали, давай, собирай свое дерьмо, и приезжай, он едет в машине, вот так вот, у него спина вся затекшая, знаешь, просто, другому ничего уже не Да, скажешь. это был интересный опыт. После этого мы с ним закрешились весьма неплохо, потому что он сказал, ебать ты мужчина, вообще денег типа не пожалел, лишь бы люди типа кайфанули. Ну, я просто сам подумал, то, что если будет нечестно, если не будет пленки и не будет ничего взамен. Даже несмотря на то, что мало людей осталось до Портвейва, ну, в любом случае я себя чувствую, как бы, совесть моя чиста. Я думаю, да. Ну, второй клип сильно отличается от первого, но я думаю, люди просекут, что это делал я. Во-первых, это делал один и тот же оператор, Дима Юриков. Ему дикий респект. Лучше него меня не понимает никто. Он снимает и в Питере, и в Москве, и в Саратове. Мы с ним очень-очень в таком хорошем коннекте. Несмотря на то, что оператор один и тот же, там есть еще и мои приколы. Типа, я делаю монтаж уже после того, как оператор сделал монтаж, добавляю туда всякие эффекты. Второй клип я вообще больше, чем наполовину сам вообще монтажировал. Первый клип я только туда датамошинг накладывал. Такое расслаивание картинки. Собственно, посмотрите первый клип, посмотрите подход мой к визуальной работе. Второй клип намного качественнее, чем первый. Там намного больше бюджета, и сюжетно он мега крутой. Но это мое мнение, конечно, сами посмотрите. Это на трек «Эскапизм». Мы там арендовали тачку Toyota Chaser 2 80-го года. И снимали на 3 камеры. На Blackmagic, на Sonic и на Quadrocopter. Снимали 3 съемочных дня, катались в самые пердя Саратова в Сабуровку, чтобы снять самолет. Часов 6 ждали самолет, чтобы он приземлился прямо над камерой, над головой. Плюс съемки постоянно срывались, потому что мы заболели все ковидом. Целый месяц мы не снимали, сняли 1 день и на следующий день свалились нахуй. Потом досняли все через месяц. Клип выйдет, наверное, эксклюзивно на канале Untitled Burial. Я еще хотел на Vevo выпустить, но, к сожалению, сейчас ситуация в мире такая, что на Vevo не получится загрузиться. В теме Witch House вообще клипов, считай, нет. Там у Sidewalks and Skeletons есть на трек Blood, который вроде снимали вообще его фанаты. Вроде бы не он снимал. Также он с Cat Slash что-то делал. Но там экспериментальный такой клип, как у Death Grips, с кучей эффектов там и зацикливаний, короче, всякое такое. И также 2 анимации, кажется, есть на его треке. Не помню, как трек называется. Cyber Crimes вроде бы и Cyber Crimes. Там анимацию ему нарисовали. Собственно, как это все происходит, оно у всех по-разному. У меня получилось так, как, в принципе, совсем то, что я сам себя показал. Я им скидывал... Кажется, первое, что они сделали, это выложили мой клип первый. Я закинул им, они выложили на своем канале, потом клип выложили на Sliding Fantasy. Потом еще я 1 раз скинул трек, а потом еще. Потом, когда я уже почти дописал альбом, я просил, как бы, могу ли я выпустить его у вас и, может быть, стать частью лейбла. Они сказали, то, что последние мои треки, которые я им кидал, они им очень понравились, но они должны послушать материал, подходит ли он им или нет. Я кинул им альбом, и, в принципе, он им понравился, и предложили сотрудничество, чтобы я стал частью их лейбла. Вот, я подписал контракт. Благодаря ним я довольно неплохо даже сейчас уже развиваюсь. Был случай, когда блогер-миллионник, ну, точнее, ютубер-миллионник, Юрий The Professional на стриме у себя сказал, что он мой слушатель, и включил Sliding Fantasy у себя на стриме. Потом я с ним связался, и он сказал то, что он просто любит вечуху и подписан на Untitled Burial, и ему дико вкатил мой трек и клип. То есть Untitled Burial, они мне весьма неплохо помогли. Я к ним мега хорошо отношусь. Считаю то, что это самый крутой независимый лейбл по Witch House, и там очень много крутых ребят подписано на лейбл.
Я могу посоветовать в первую очередь, да, не стесняться показывать свою музыку, но, знаете, поначалу будет очень больно, потому что поначалу вы будете писать, ну, не очень. Тут зависит от того, какая у вас планочка сама к себе, в какой момент вы поймете, что надо показывать. Я вот это прочувствовал, пока вот диджейл. Вы можете в своем городе или в ближайшем каком-то поискать не особо крупные тусы, где попробовать себя в качестве диджея. Нужен пульт или там просто, чтобы у вас был какой-то знакомый. Познакомьтесь, короче, с кем-то в сфере диджеинга, и там вы сможете проверить на публике, насколько у вас хорошая музыка. Но в первую очередь трезво оценивайте себя. Я из себя очень мало кому показывал, потому что на самом старте обжегся, и я думаю, многие на старте обжигались. В какой-то момент я уже понял то, что заказывал точно так же, как многие рекламу там в пабликах или что-нибудь такое, смотрел также на реакцию людей, друзей и т.д. и т.п. Друзья просто могут сказать неправду. Когда вас все будут уже буквально умолять, покажись нахуй, покажи себя другим людям. Когда вы проверите на публике себя, когда вы в интернете проверите себя, в таком случае уже можете показывать себя, только не настойчиво себя ведите, а просто попробуйте пообщаться как с обычным человеком. Не надо там трепетно слишком и слишком близко к сердцу все это хватать. Это очень сложный вопрос, особенно в наше время. Родина — это люди, скорее. Это не просто место, где ты вырос, это культура, это все в одном. И государство здесь никак ни при чем. Я помаленьку диггерством балуюсь. У меня есть очень хорошие, классные ребята, которые очень делают крутые вещи в теме залазов. Через одно рукопожатие знаком с Супером Сусом. Вот, в Саратове, да, это мне ребята-диггеры предложили, типа, я искал помещение, они мне предложили бомбарь, я его кое-каким образом приобрел в пользование на месяц. Не исключаю, что в том же бункере будет и третий Afterlife, может быть и в другом месте, но оно будет такого же формата, underground. То есть это будет завод или бомбоубежище. Конечно, Outcast я приглашаю в качестве СМИ. Спасибо, спасибо. Ну, я просто бухой ехал с Тусы, где я выступал в трамвае, и сзади до меня докопалась девушка, говорит, классные волосы, сколько отращивал, потом оказалось, что мы кое-как знакомы, потом я сказал, что ищу работу, она сказала, нам как раз нужен диджей, и просто, блядь, позвала меня работать туда. Ну, я вот там, кстати, ставил вечуху, я ставил Портвейва, ставил Маряна. Марян, кстати, даже знает об этом, я помню, в конфе недоступности писал то, что, лол, ставлю твои треки. Нормисы, короче, лучше всего, конечно, реагировали на Lie Use Die, вот, но я еще другие какие-то вот треки ставил. Портвейва, Хейза ставил, их коллаб там с Бульваром Депо, вот, но и Ice Peak ставил, короче, женщины меня там очень не любили, говорили то, что я ставлю мега депрессивную хуйню, под которой невозможно танцевать, но некоторые треки им вкатывали, но они по большей части те, которые самые расхайпленные, да, там Shadow Lady у Портвейва, у Хейза там Young God, у Ice Peak их новые альбомы, ну и все такое прочее, так что просто они не любили, когда ставил чересчур какую-то жесткую вечуху. Свои треки я, кстати, там тоже ставил некоторые. Некоторые даже девушки просили, чтобы, когда они выступают, я ставил свои треки. Из старого альбома еще. В общем, мнение танцовщицы очень важно. Вообще надо, получается, в этой ситуации, если ты молодой артист, надо всегда ставить свои треки танцовщицам в стриптиз-клубе. Это очень важно. Да. Я проверял не только на танцполе в качестве диджея, но и на танцполе в стрип-клубе. И где я только не проверял свою музыку. И даже там в такси, блядь, всякое бывало. Некоторые треки им нравятся клипы, особенно второй вот клип, который выйдет. Но не сказать, что
дико уж они в меня верят. В меня вообще мало кто верит и верил особенно. Даже не все из друзей. Мало кто верил, что я там как-нибудь пробьюсь. Хотя я не могу сказать, что я пробился. Просто я уже могу хотя бы не стесняться и говорить то, что я артист. Но родители меня особо никогда не поддерживали. Они нормально относились к этому, но скорее в семье не без урода. Ты там, чем бы дитя не тешилось, только на завод иди ебашь. Даже сейчас они в меня не особо верят. Только вот когда я мероприятие начал делать, тогда они такие: ого, он еще и деньги может с этого поднимать. Я думаю, да, чувак, доктор Рейдер, с которым у нас коллаб в альбоме. Это первый человек, с кем я пошел просто тусить, пить на крышу в Питере. Он меня в первый же день позвал к себе домой в гости. И вообще мега крутой чувак. Я с ним до сих пор в коннекте. Вот как раз привозил его в Саратов на Afterlife 2. У него сейчас мои вещи, которые я оставил в Питере. Там очень много саратовских ребят, поэтому мне было с кем пообщаться. Просто мне не хватало моих родных подпивасников, с которыми я могу там каждую неделю видеться, пить и обсуждать, говорить ни о чем, короче. Вот такого не хватало, но как бы дружеские поступки в Питере присутствовали и в мою сторону, и в обратную сторону, так что, думаю, друзья в Питере у меня все-таки имеются, то их даже в Москве имеются. В Москве я дико сдружился ну, я уже давно дружу, общаюсь с Иришкой Пичтач. Сейчас у нее проект Пичтач, раньше в Cemetery of Pets было. У нас с ней совместка есть, думаю, мы еще не один раз заколлабимся. Кросс-пати очень классные ребята, тоже с Юкеном, с Варей Шуевой. Тоже очень классно сообщались. Вначале на недоступности, потом вот здесь в Саратове. Короче, ребята, по большей части вот творческие, очень легко мне найти общение с такими людьми. А просто найти себе подпивасника, с кем я буду бухать, потому что я алкаш, это сложновато. В Питере можно много с кем пить, но не найдется тот самый человек, с кем я буду пить так же, как я пил в Саратове. Все было не так мега печально, поначалу было мега грустно. Потом уже под конец там я уже прям очень хорошо адаптировался, поэтому мне есть куда вернуться. Не, нихуя не может. Вообще ни разу. Типа, ни в коем случае. Когда ты начинаешь, когда тебе там еще лет 17-16, ты еще как бы можешь у родителей жить, не работать и совмещать с учебой или вообще не учиться. Просто-напросто появляется уже ответственность за самого себя, и ты понимаешь, что ты особенно на вечухе вообще нихуя ничего не сможешь сделать в плане финансовом. Ну, если тебе только очень повезет. Чтобы снимать видосы, это вообще пиздец, нужно кредиты там, блядь, брать, взаймы брать, или просто из свои кровные деньги выковыривать там. Я вот все деньги с своего первого мероприятия потратил на клип. Остальную часть я пропил. А потом просто пошел, блядь, на работу. И не писал я музыку долгое время, чисто потому, что я ебашил на складе в Питере. Мне кажется, это еще все впереди. На данный момент я не могу сказать, что я прям что-то потратил. Кажется, вообще нихуя не потратил. Вот, например, обложку нарисовала подруга-дизайнер просто так. Я ее там только доработал. Если учитывать, что я выпустился на лейбле, то большую часть промоушена я пока что не потрачу ни копейки. Сейчас, как только у меня появятся деньги с моего сольного концерта в Саратове, я думаю, я их потрачу на промо-компанию клипа в первую очередь и альбомы. Но надеюсь, альбом сам себя продвинет через Untitled Burial и коллаборации. 7 мая. Ну, это не совсем сольный концерт, это двойной концерт. Там будет Инчантик. С ней тоже будет подкаст у меня здесь же в студии на следующий день после выступления. И будет вестись онлайн-трансляция. То есть любой человек сможет посмотреть на наше выступление. В том числе там будут поддерживать нас диджеи саратовские местные, которые будут играть ебейшее техно. И качество картинки будет пиздецки охуенное. Окей, если мы сможем, мы тоже приедем. Если вы сможете, приезжайте, конечно. Ну, тут все очень просто. Я думаю, мало кто вообще бы отказался съездить в Казань. В Казани классно. Это большой город. Там просто поприсутствовать, я думаю, должен каждый. Проблема в том, что если ты артист, то тебя должны позвать выступать. Ты не можешь просто так приехать и выступить. Тебя должен кто-то позвать, или ты должен найти там связи. Тебя должны просто привезти. Никто не хочет сам ехать, искать, договариваться, делать. Я бы с радостью приехал в Казань, и с моим опытом организации я мог бы, наверное, там сделать себе небольшую тусу там на небольшое количество человек. Ну, я не хочу спойлерить, но я вот думал, да, о том, что, типа, можно делать какой-то там
шоу-кейс, привозить, ну, типа, делать тусы в других городах. Я вот в Питере и в Москве уже наладил мосты, чтобы что-то там делать. Но так как Казань, можно сказать, это, говорят то, что это третья столица, можно сказать, что это столица, можно сказать, что это провинция. Вот Afterlife, он ценен тем, то, что это ебейший, крутой, здоровый рейв в провинции, куда люди приезжали из Москвы, из Питера, из других городов в России, то можно было бы делать те же самые Afterlife в других городах. В Казани можно было бы тоже такое сделать, только мне нужна связь со сценой в Казани, с диджеями, с площадками, заведениями и всякими людьми, через которых распространять информацию. Потому что чем больше у тебя там круг общения, связей, тем легче сделать достойное мероприятие. Поэтому я бы с радостью приехал в Казань. Если будет возможность где-то выступить, и вы узнаете, можете меня позвать, я бы с радостью там выступил. Очень много приятных слов, спасибо тебе большое, мы обожаем свой город, он самый лучший на самом деле в мире. А я считаю, что Саратов рай. Ну, Саратов, да, они делят это место, но Саратов может быть чуть выше, а может Казань когда-нибудь чуть выше. Хочу тоже рассказать, если получится, также мы позовем Afterlife, поэтому это вопрос времени, потому что мы здесь в течение полугода мы рассчитываем то, что мы очень сильно вырастем, и нам это поможет, плюс есть некоторые связи уже, появятся потом. Я думаю, 23-й год, Казань, Outcast вечеринка будет. Я с радостью приеду и с радостью помогу вам, чем смогу в организации. Может быть, впишусь даже как-то типа в эту тему, посмотрим. Поговорим на этот счет, когда уже будет какой-то проект, что-то подготовлено, можно будет пообщаться на эту тему. Как организаторы, как артист я в любом случае вписываюсь. Охуй вообще, я еду в Казань. Я понимаю, да. Не, будет все, слушай, будет все. Будет фотосессия и мерч, и будет покушать, и нажраться будет. Мы тебя накормим, отпоем, поспишь у нас, все сделаем вообще по первой. Короче, не парься вообще, все будет хорошо. Самое было бы круто, если кто-нибудь еще нас заметил, вот. Итак, это очень короткие вопросы. Ну, если хочешь, отвечай на них долго, но они прям такие простые. Какую книгу прочитал в течение месяца? Или 2, или 3? Последнюю. Никакую. Москва или Питер? Питер. Питер или Саратов? Саратов. Правильно. Так вот надо. Щи или каша? Щи. Блядь, ну вот между гречкой, вот если гречка с тушенкой, вообще топ. Лучше гречка с тушенкой. Окей, жопа, сиськи или душа? Душа. Собаки или кошки? Кошки. Твое любимое слово? Пиздец. Твое нелюбимое слово? Пиздец. Хорошо, чай или кофе? Чай. Знание или забвение? Знание. Нет, подожди, или забвение. Подожди, я просто немного накурен, поэтому... Ну, в данный момент хочется забвения, но если бы я был абсолютно трезв, то, наверное, все-таки знание. Ты веришь в себя? Нет. Твой любимый звук? Хруст снега под ногами, при том, что снег ненавижу. И зиму вообще. Но когда в полной тишине идешь за городом, и под тобой хрустит снег, это очень классно. И звук воды, шум воды нравится. Какой твой звук нелюбимый? Нелюбимый? Пердеж, наверное. Я не знаю, как может быть нелюбимый. Ну и то пердеж неплохо, кстати, звучит, если постараться. Блядь, сирена мусорская. Да. Твой любимый цвет? Наверное, все-таки черный, но я не уверен. Твой нелюбимый цвет? Да не, вообще таких нет, наверное. Какое твое любимое чувство? Ощущение? Любовь. А нелюбимое? Одиночество. Любовь. И любовь, да. Любовь, она портит жизнь. Смерть или жизнь? Сложный вопрос. Не знаю даже, что ответить. Наверное, жизнь все-таки. Что привлекает тебя в людях? Заинтересованность друг другом. Чтобы человек был максимально наполнен жизненными историями, чтобы у него был какой-то опыт жизненный, который ты можешь перенять, например. Или помочь ему наоборот. Что отталкивает тебя в людях? Ложь, предательство. Любимое ругательство? Пиздец. Пиздец, Я знал. Да. Каким главным навыком ты обладаешь? Никаким. Я вообще ничего не умею. Бухать. Да, бухать.
Бросать Это, пить ну, по пиво сути, каждый день перед тем, как на следующий день начать пить пиво. Вот. Но это навык, на самом деле, ты им Навык, уже да. обладаешь. У меня навык пиздеть, то, что я брошу пить всем. В Инстаграме, в Телеграме, в чате там. Бросаю пить твердо и четко, и потом не бросать. Возможно, в этот момент пить пиво. Твой самый любимый музыкант за все время, за все жанры. Блин, очень сложно, типа, прям самый любимый. Наверное, такого уже сейчас в данный момент нет. Они меняются с годами, но есть такой топ-5. Ну, это, кстати, Вичуганы, несмотря на то, что я сейчас уже особо не слушаю эту тему, больше сейчас просто по экспериментальной музыке. Если прям самое долгое время любовь к музыканту, прям самое долгое, то это Fort Wave и Summer of Haze и Cemetery of Pets. Если окажешься перед Богом, что ему скажешь? За что? Если окажешься перед дьяволом, что ему скажешь? Может быть, 20 лет хватит уже правления России? Может быть, пора все уже заканчивать и на покой? Я хочу сказать, люди, поддерживайте творческих людей в своем окружении и не только, потому что им очень сложно живется с самооценкой. Короче, поддерживайте, и, возможно, тогда, если вы любите исполнителя какого-то, а если у него не так много слушателей, да даже если много, просто распространяйте информацию. Если вам нравится кто-то там в Ютубе или, например, нравится какой-нибудь дизайнер, художник в Инсте, там кто-то, короче, просто распространяйте информацию, так будет жить творческим людям лучше, а вам в том числе будет лучше, так как этот контент будет появляться еще чаще, так как будет больше мотивации. Спасибо тебе за очень хорошие мысли, на самом деле. Любовь, семья, потомство, поддержка и друзья. Поэтому все-таки не прощай, а пока, потому что мы увидимся обязательно много раз. Тебе как вообще? Понравился подкаст? Да, надеюсь, что на записи все будет классно. Так-то, в принципе, по общению вообще заебись. Я думаю, много чего есть перевести в текстовый формат. Надеюсь, что людям будет интересно смотреть. Зря, что ли, я тут на такую камеру вещаю в студии High Reel. Привет, студии High Reel. Здесь как раз и будет мой концерт проходить. На самом деле, в преддверии всего это будет очень классный инфоповод, вообще просто массив информации для всех ребят. Я надеюсь, мы затронули также тех, кто тебе помогал, тех, с кем ты работал, Untitled Burial. Вообще, спасибо Untitled Burial большое за этого прекрасного человека. Вот. И, в принципе, спасиба Господу Богу за этого прекрасного человека. То есть я сейчас показываю в камеру на себя, как бы, но Это только Богу если можно. что, это я про тебя. Это я про тебя. Понял. Все, хорошо, тогда мы улетучиваемся.